Пан Анатолій, в сучасному світі феншуй – це філософія, мистецтво чи практичний інструмент для життя? Це і філософія, це і мистецтво, і практичний інструмент для життя. Практичний інструмент для життя для неофітів, філософія, мистецтво для більш продвинутих, а філософія для майстрів. Але я вас розумію, на сьогоднішній день дуже багато книжок, які кажуть, що давайте поставте одну фігурку в одне місце і вам буде щастя і здоров'я. Як в мене було, в моей практике были такие случаи, когда сильные мира сего приглашали меня к себе и говорили: ну так, через сколько я стану миллиардером? Ну это, конечно, смешно. Есть такое философское понятие. Конечно же, сначала идет философия. Сначала судьба, потом удача, потом искусство, потом родители, а на пятом месте фэн-шуй. То есть, если у тебя плохая удача, если у тебя плохая судьба, если ты не образован, если у тебя было плохое воспитание, никакой тебе фэн-шуй не поможет. Но, с другой стороны, я не зря перевожу книги на китайском языке, потому что та информация, которую я черпал, и практический фэн-шуй, который может действительно человека сделать из грязи в князи вывести, существует. Существует. Но есть одно но. Люди, у которых плохая судьба, но правильный фэн-шуй сделает их не богатыми, во всяком случае человек сможет жить достойно в этом мире. Все-таки ключове питання, чи кожна людина може освоїти мистецтво феншую? Да, если он захочет потратить 20 лет жизни на это. Була ваша ключова фраза із грязі в князі. Да. А яка буде ціна? Цена будет, я имею в виду то, что если человек жестокий, скажем так, плохой по жизни, человек, который имеет негативные какие-то свойства, но он бедный человек, завистливый. И если ему сделать благоприятный фэн-шуй, все равно, как говорит наша школа, знание себя оградит от негатива. Ему дадут определенный шанс выйти из этого положения и измениться. То есть фэн-шуй не только ему даст денег, образование, он будет смотреть, как он им воспользуется. Если фэн-шуй ему даст, скажем, у человека было 10 гривен, там 100 гривен, а тут ему дали $1000. Если он пошел сразу же и проиграл в казино, второго шанса не будет. Но если он эти $1000 на образование, на то, чтобы развиваться свой бизнес, его будут поддерживать. Обязательно в порядке. Фэн-шуй. То есть фэн-шуй это не просто перестановка мебели. Это нечто, которое помогает вам. В нашем понимании, я понимаю это как ангел-хранитель. Даже если брать в христианском варианте. Благоприятный фэн-шуй. Есть, конечно же, и неблагоприятные фэн-шуй, когда наоборот, когда можно сделать неблагоприятный фэн-шуй, но это является очень тяжелым грехом, как в нашем христианском варианте получается. Некоторые считают, что фэн-шуй это какое-то колдовство. Нет, никакого тут колдовства нету. Оно все зиждется на законах материальной природы. За зимой идет весна, за весной идет лето, за летом идет осень, идет цикличность. И вот благодаря вот этим цикличностям можно очень многое предсказать, можно увидеть, какие будут последствия того или иного действия. Но это очень глубокая тема, очень глубокая история. Подразделением предсказательных практик по фэн-шую это является система Бадзи 8 знаков и система Цимэндунцзя для перемещений, система Цзэвэйдоушу для того, чтобы сделать плотнее и здоровье коллектив, сделать плотнее и здоровье свою родину, свою семью и так дальше.
Просто сколько вот я вот перевожу с китайского языка, я сейчас взахлеб это перевожу и смотрю, сколько ненужной шелухи было в этой русской литературе по фэншуй. Но она тоже нужна была, потому что хоть что-то узнать, да. Но вот китайская литература, и не то, что я нахваливаю, там действительно специалисты большие, и даже желтая литература, то есть для повседневного, она расписана, и она дает действительно практические советы. Поэтому на ваш вопрос, может ли каждый применить фэншуй? Да, может каждый. Повредит, если правильно все сделать, не повредит. Если плохо сделать, повредит. Поэтому специалист должен делать. Все-таки по книжке это рискованно. Должен мастер прийти, или, во всяком случае, прийти за консультацией и сказать, что вот так и так, я хочу так и так сделать, возможно ли так или невозможно так. Потому что это работа, Сергей, с энергиями. А энергия промашек не прощает. Фігурки називаються нецькі, і якщо я поставлю десь у себе нецьку, можу я розраховувати на матеріальні блага? Вот у вас я специально принес вам такую жабку. Она хорошая, да. Значит, история этой жабки очень интересна. Это лунная жабка. Она по китайской мифологии живет на Луне. Она когда-то хотела очень сильно быть богатой, и ее наказали. Сказали, что ты будешь выплевывать постоянно монетки. То есть, когда вот эта монетка обязательно должна быть во рту, это не потому, что она ее ест, она ее выплевывает. Угу. Да. Поэтому называется «бойся своих желаний, они могут исполниться». Вот, в этом плане. Но во всяком случае, каждый такой атрибут, он может быть или живой, или мертвый. Например, вот эта жабка, она живая. Угу. У меня здесь все живое. Опять же, я могу это определить, потому что я чувствую природу. Когда-то мне мой учитель рассказывал, что он нес определенную фигурку у себя в портфеле, ехал, да, и его спрашивали, а скажите, пожалуйста, у вас там котенок? А это была просто-напросто обыкновенная фигурка определенного существа, да. Но он выбрал такого, который излучал эту живую энергию. Вот. Для каждой, если брать вот определенный вот этот пример, жабочку вот эту, да, под каждую квартиру выбирается, во-первых, живая жабка. Опять же, это только может мастер сделать. Не потому, что я там хвалю, действительно, вы ее не выберете такой. Определенный должен быть размер. Вот. И в определенном месте она должна стоять. То есть выбор, живая, размер, в определенном месте должна стоять. И расскажу вам такую интересную вещь. Если у кого-то есть жабки, попробуйте. На день вы ставите, чтобы она была направлена на дверь, да, а на ночь вы разворачиваете ее в обратную сторону. То есть, получается, на день она набирается энергии, а на ночь вот эти монетки выплевываются уже и дает достаток. Гладить нужно? Нет, не нужно ничего гладить. Просто крутите жабку. День, ночь, день, ночь, день, ночь. Попробуйте, если действительно жабка будет соразмерна, хотя бы с квартирой, с домом. То есть, если большой дом, то и должна быть большая жаба, правильно? То есть, если будет большой дом, то маленькая жабка не поможет, она просто не вытащит. Если маленькая квартирка, то и достаточно такой. Це такий лайфхак від майстера феншуя, що можете крутити, але стосовно гладити, мені розповідали такий міф, якщо статуетку Будди, такого хатея, погладити 300 разів по животу, щось відбудеться. Це є правда чи це є міф? Это называется народное верование, которое к фэншую не имеет никакого значения. Але я готувався до інтерв'ю, і мене хвилююче до вас є питання. Чим принципово відрізняється феншуй від вастру-шастру?